Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танки от Lesta Games, и сегодня у нас на обзоре средний немецкий танк 10-го левела Е50М, проходная прокачиваемая ветка. Замечательный вот такой у нас есть 3D стиль, черный ворон, да, штурмовой танк. Ребята, обязательно ставьте лукасы под этим видео, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Вот, вам не сложно, а мне очень приятно. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование Е50М. Тем более, что как для среднего танка здесь действительно есть на что посмотреть. Погнали! Итак, дорогие танкисты, коллижная модель нашего Е50М. Ну и давайте смотреть по корпусу начнем. НЛД. В нижней части 224, в верхней 213. И это чуть ли не одно из самых крепких НЛД вообще среди танков на 10 уровне. Достойный НЛД, нифига себе. Не каждый тяжелый танк даже на 10 уровне похвастается таким НЛД. ВЛД верхняя лобовая деталь, снизу 277, сверху 300. О чем нам все это говорит? О том, что у нас корпус верхней части, ВЛД так называемая, да, броня практически от тяжелого танка. Пробить сюда десятка обычным снарядом тяжелый танк, да и средний не сможет, только голдой. Извините, только голдой. Нифига себе бронирование для среднего танка. Касаемо башни, у нас ромбовидная. Основная, сейчас правильно поставим, вот, бронеплита у нас, вот, конечно, ослаблена. 250 мм, перейденки 264. Но это нам все равно говорит о том, что не каждым выстрелом тяжелые, как и средние танки, обычными снарядами, не голдовыми, вас сюда будут пробивать. То есть пограничная такая броня для обычных снарядов десяток, девяток, про восьмерки мы тихо молчим. Они даже голдой порой вас сюда пробивать не будут. Маска орудия такая сложная, вытянутая. Ну и давайте смотреть, что у нас в маске орудия. Вокруг ствола 500, 400, 500, ниже 460. Все тут 370. Короче, маска орудия очень крепкая и зашита. Вот здесь вокруг тоже 363. То есть маска орудия шикарная. Боковые щеки шикарные, 500 с лишним приведенки. И есть лючок, он у нас расположен по центру башни. Ну и здесь у нас 175 по центру, и там уже вот больше 200 по краям. Боковое бронирование 80, в верхней части с фальшбортом 88. Танкует от борта, естественно, знатно. Да. Да, вот, пожалуйста. Подставляете щеку, здесь переведенка 289 бит только голдой. Так что от борта этот танк Е50М, да, танкует хорошо, как тяжелый. С броней разобрались. Угу. Давайте глядеть пушечку, что нам тут подарили. Смотрим. Пушка 10-го левела. 390 альфа, хорошо. 270 пробития на основном снаряде, вообще отлично. 330 на голде, тоже хорошо. Заряжается менее 10 секунд при такой альфе, ну, в принципе, нормально. 0,3 точность, ребята, да, 0,3. 2,1 время сведения, комфортно. И это все данные на стоке. Мы это все улучшим оборудованием, там, снаряжением, а может даже и полевой модернизацией. Давайте смотреть полевую модернизацию. Ага. Что нам предлагают во втором блоке? Это хорошая вещь для этого танка, на самом деле. Скорость поворот ходовой и тыры-пыры. Я бы здесь выбрал легкосплавные узлы крепления. В четвертом блоке, поскольку у нас очень комфортное время сведения, я бы еще улучшил точность. Вот она у меня 0,28. У меня штраф 0,01, то что наводчик переобучен на эту машину менее на 100%. Так было бы 0,27. Хорошая точность. Отличная. В пятом блоке скорость назад. Нет, антибликовую маскировку фар. В седьмом блоке к запасу прочности, к скорости сведения. Скорость сведения у нас и так по сути неплохая, да? И вот мы думаем, а что же нам тут-то сделать? Запас, ну что такое 2%? Я бы здесь ничего бы не качал, реально. Либо минус 2%.
от запас от, так сказать, ХП, даже не знаю. Зато сведение еще комфортнее будет. Наверное, все-таки комплексное ускоренное ускорение, комплексное ускорение сведения. Вот это берем. Да, я думаю, да. Так, здесь к обзору от разброс при горизонтальном наведении. Мощность от полученного урона при таране нет. Ребята, рекомендую здесь взять дополнительные приборы наблюдения. Реально этому танку зайдет. Вот. Вторым слотом я рекомендую поставить разведку. Почему? Потому что я на Еписе, например, лично катаю с просветленки. Все-таки средний танк. Сейчас опять хейтеры начнут писать: вот, ты неправильно ставишь. Ставьте сами, как считаете нужно. А я вместе с уроном очень люблю засвет делать. Это все-таки средний танк. Вот. Я ему подвижность добавляю, ставлю в основной слот, дающий дополнительный буст на подвижность, турбину, просветленку и досол. Многие сюда, я знаю, ставят и стаб, и что только тут не... Вот такой мне нравится комплект. Вентили ставят. Да, можете, кстати, вентиль поставить вместо турбины, если вам подвижности хватает. По снарядам. Основной снаряд у нас подкалиберный. 1500 метров в секунду летит. Нифига себе скорость полета снаряда. Голда кумулятивный и тоже 1200 на кумуле. Супер, просто супер. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. 5 членов экипажа. У нас, к сожалению, есть радист, а может быть и к радости. Не приходится его перки раскидывать на остальных, там на командира и других. Нормально, пусть будет 5. Вот, по УВНу минимально комфортный у нас присутствует минус 8, вполне себе достаточно. У нас ДПМ, а что у нас такой низкий, минус 102, ну почти 3К, ладно. По ХП 2050, как для десятки, для среднего танка, учитывая его бронирование, вполне себе годно. По мобильности у нас 65, вот при такой сборке на турбине, 65 максимум вперед, 23 назад, почти 22 лошади на тонну, то есть достаточно быстро набирает свою максималку. По незаметности, перк незаметности я здесь не вкачивал, ранее прокачивал, да, у нас сейчас 14, но поверьте мне, до 30 его можно раскачать, если будете прокачивать, да, у экипажа. И обзор. Вот на просветленочке 475 метров. Штраф за командира, так был бы 485, почти 500 метров. Зер гуд. Нормально, нормально. По плюсам минусам машина. При такой сборке подвижность вообще шикарная. Без турбины, конечно, как по мне, он медленный. Да, мне так кажется. Не знаю. Я вот люблю на нем побыстрее ездить. По незаметности здесь все норм. По обзору в принципе норм. По ХП тоже норм плюс. По огневой мощи, хорошее бронепробитие. Хорошая точная пушка с быстрым сведением. Короче, УВН есть, а что нет. Так что, ребята, все тут круто. Я вообще многим рекомендую первым танком из СТ, кто только начинает играть в танки, в ангар заполучить вот как раз Е50М, либо советский объект 430У. Эти танки, имея вот такое интересное бронирование, что тот, что этот, позволяет на начальных этапах вам, скажем так, прощать много ошибок. То есть вы очень много будете танковать на этих машинах и на этой в частности. Так что предлагаю отправляться в бой. Давайте поглядим, на что, собственно, Е50М способен. Погнали. Так, господа, обзор боя. Е50М тяжелый, средний немецкий танк 10-го левела, тяжелый. Гля, какой у нас стиль. Черный ворон. Да. Проходная прокачиваемая ветка. Так, я вот что думаю. ЛТшка, Ебр 13105. Нам бы центр бы отжать. Блин, подвижности может не хватить. Могу, но получать в борт вообще не заехать. Но надо пытаться. У них CS63 из быстрых. 2 объекта, 277. Пытаемся занять центр. Разгоняемся. Ну, на турбине, да. Но подвижность у нас все равно не прям аж. Ебр поехал на воду. Красава. Очень ты там нужен. Прям очень. ЦС-ка зашла.
Все, ЦСК поиграла. Заехали мы с лютым. Вот, арта промахнулась. Слава тебе, Господи. Все, знатно. Мы получали, но заехали. Чтоб ты сдох на артоводе, реально. От арты севимся. Все, 277 поиграл. От арты прячемся. Все, тайпок поиграл. Знатно. Взорвали. Тебе зажить надо. Артовода добили. ЛТшку добили. ХП нету просто, приходится черти чем заниматься.
А вот сюда гасит блайндами уже. Сильно. Тихо. Арты боюсь, очень боюсь арты. 4 фрага, ребята, воина бы взять, было бы знатно. Бабах меня может подсветить, и тогда жесть. О, все, бабах уже не посветит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 3К дали. Еще можем дать хотя бы косарь, а лучше 2. Самое было главное занять гору, и мы это сделали. Говорю, где-то вот здесь в кустах стоит. Пару тычек. Пробитие. Это было больно. Да? Какие там люди переехали. Не знаю, что 268 full хп боится. А тут как бы все и так понятно уже. Ну, пострелять не удастся уже, да. 3500, господа. Все, что мы смогли напукать в этом бою. Но мы, самое главное, что сделали, это заняли гору. Отжали, это было очень важно на этой карте. И без турбины это было бы сделать еще сложнее. Но мы заехали, да, нам разорвали все лицо. Но в итоге мы убили 4 танка. Нанесли 3,5К урона. Заняли почетное 3-е место. Чуть-чуть нам не хватило дойти до топа. Но в любом случае епись это епись. Господа, очень комфортная машина. Мне невероятно нравится. Реально комфортный, хорошо сбалансированный средний танк. Ребята, у кого есть в ангаре Е50М, пишите свои комментарии, как вам эта машина в целом, у кого есть, какое вы используете оборудование. Может, как я, на турбине гоняете с просветленкой, может быть, ставите стаб, может быть, вентиль ставите, либо улучшенный прицел, кто как катает. Я вот иногда, не всегда, иногда катаю так. А по 5-бальной системе, на мой взгляд, 4,5 машины это заслуживает. Да, заслуживает. Вот, ставьте Лукаса,
Подписывайтесь на канал, кто до сих пор это не сделал. Но я вам говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.